Мы уже в Джакарте. Сегодня с утра ходили на завтрак, который как раз раньше снимала. Хороший, в принципе, отель, завтраки тоже хорошие. Сейчас мы выдвинулись на поиски. Сим-карту нужно будет сделать нам, чтобы использовать интернет на улице. И как раз идем в ближайший торговый центр. Это те цветочки как раз. Он бедно обгорел. Да, очень красивые как раз цветочки в гавайском стиле, как раз которые я и хотела. Блин, они такие красивые. Вон, они, получается, везде лежат. Ну, спасибо. Такие красивые. Аква, воду. Вот здесь такие вот улочки. Мы пока идем в торговый центр, он где-то должен быть рядом, мне кажется. Вот справа, наверное. Он называется Салах, нужно будет посмотреть. Светофоры, конечно, какие-то. Так, стоим, наверное, да? Да. А так, в принципе, улицы выглядят вот так. Здесь еще очень-очень шумно. Дошли до торгового центра, так тут выглядит. Сейчас как раз зайдем, найдем, где связь. Нашли какой-то магазин очень красивый. То есть эта сумочка стоит 700 тысяч, это нужно умножать все на 6. Это чисто их индонезийская мода, их национальная одежда. А мы как раз пришли делать сим-карту, она находится вот здесь. Тоже очень красивая одежда. Мы уже пришли в отель. На улице, правда, очень жарко. Невыносимо. Я, кстати, купила себе вот такие. Это, короче, со вкусом... Но это вроде бы типа Орео, но это не Орео. Получается, они вроде шоколадные и с кремом с шоколадной крошкой. Вот, и так, в принципе, больше ничего не купила. Там много всего прикольного, но снимать нельзя. Уже один раз наругали. Еще купили воду обязательно. Не знаю, пока состояние какое-то странное, непонятное, что происходит, но уже прикольно здесь. Сейчас покажу вид из окна. Так, вот здесь у нас вид из окна. Сейчас на улице немножко поднялся ветер. Небо, все в тучках. Но все равно солнце прям печет, на удивление. Люди какие-то сидят. Все равно видно, что страна очень бедная. Записывала видео из ванны, подошел к концу уже первый день. После обеда мы легли спать, все это время спали, сейчас вот проснулись. Я немножко начала монтировать видео, немножко разбираться, что вообще и как. Вот, завтра очень важный день. Завтра нужно будет встать в 5 утра, собраться, сходить на завтрак и потом уже идти по делам. Пришли в H&M, приехали в торговый центр Grand Indonesia Mall. 500 000. Ну, надо просто все на 6 умножать, в принципе, тогда будет нормально. Такой вот красивый комбинезончик нашла в H&M. И очень красивое украшение. Увидела такое платье красивое. Вот оно мне очень понравилось. По стоимости оно стоит 299, то есть это получается 300 тысяч. Так, это получается где-то 1800. Такое платье стоит. Но выглядит, правда, очень прикольно, и материал очень приятный и красивый.
Мы, кстати, сейчас, когда сели в такси, поехали уже в торговый центр, нам попался тот водитель, который вез нас с утра. Как бывает в таком большом городе, встретили того же самого водителя. Так вот сегодня я выгляжу. Платье, кеды. Сейчас как раз в моде такие бантики, вот видела их в H&M. Также есть такие очки, кеды. Как раз такая стилистика. Пришли в примерочную. Юля меряет джинсы. Уже хочется поесть что-нибудь. А это только первый еще магазин. Нашли какой-то магазин под названием Кики. Тут много всякого необычного. Здесь есть такая мицеллярная вода, очень необычной формы. Получается, они прям все разделили по категориям. Это все для очищения кожи. Это тоже салфетки для снятия макияжа. Также есть бальзамчики вазелин, есть прям совсем маленькие. Как раз себе планирую такой купить, но не здесь, скорее всего. Еще такие вот есть бальзамчики. Также зашла в отдел продуктов. Здесь, видимо, китайско-азиатский какой-то продукт, хотя нет, есть чай Аризона. Здесь как-то непонятно, здесь все вперемешку. И для меня это немножко пока все странно. Такая, с персиком. Вот это, кстати, красивая бутылочка. Есть отдел с этими разными конфетами. Пока еще не поняла, что это, но выглядит необычно. Особенно вот это. Прям очень красиво смотрится. Это получается с персиком. А вот это, мне кажется, это как раз та слива, которую мы ели в Китае. На остановке там была какая-то очень странная слива. Похоже, по крайней мере. Тут всякие мармеладки необычные, прикольные есть. Ходим уже в другом торговом центре, ищем, чтобы нам перекусить. Пришли в индонезийский ресторан. Смотрим такие блюда. Мы приехали в старый город. Здесь как раз располагается музей Банка Индонезии. Здесь уже здания более в европейском стиле и выглядят очень красиво. В этом районе города уже более все красиво, выглядит цивильно. Есть такие красивые, прикольные пальмы. Необычно смотрятся они в таком европейском стиле. Здесь хорошо, что нет мотоциклистов, нет машин. Здесь можно просто ходить. Как такая обычная прогулочная улица. Есть такие котики. Эх, Матвей на вас не идут. Почему-то только котик в ошейнике розовом. Их тут кормят. Очень красиво. И они очень миленькие, только они какие-то совсем не отвлекаются ни на какие звуки. Также какое-то необычное дерево. Очень большое. И котик такой лежит. Довольный. Ой, какой хорошенький. Боится воды. Кс-кс-кс. Кс-кс-кс. Это, видимо, мама и маленький котеночек. Но он чего-то очень боится. Там вода капает, и он боится. Кс-кс-кс. Кс-кс-кс. Ой, какая-то картина тут висят, я даже не заметила. Кс-кс-кс. Но все равно здесь коты, они как-то по-другому выглядят. Как лев.
У них какая-то морда другая получается. Пришли на площадь старого города. Здесь все сделано в европейском стиле. Здесь есть вот такая вот площадь. Потому что раньше здесь жили не индонезийцы. И поэтому эта часть города выглядит более в европейском стиле. Это вроде бы должен быть музей изобразительного искусства Джакарты. Единственное, что мне не нравится, это то, что здесь очень жарко. Хотя сейчас всего лишь 9 утра. Мы специально приехали пораньше, потому что днем тут просто невыносимо. И уже печет солнце. И очень душно. Пришли в кафе недалеко от площади, называется вот так. Здесь есть много разных напитков. Также есть еда, есть какое-то традиционные напитки. Но это непонятно пока, что это. Так, здесь много всего. Я, наверное, возьму себе холодный чай. Тут много разных вариантов. Есть с персиком. А так кафе выглядит очень красиво, также все в европейском стиле. Принесли такой холодный чай, выглядит очень красиво. Я взяла с мятой. Мы до сих пор гуляем на этой площади. Здесь есть велосипеды. Они стоят по 25 тысяч за 30 минут. Поехали в торговый центр, потому что на улице очень жарко. Ехать нам до него где-то минут 20. Мы опять пришли в торговый центр и опять в H&M. Первый магазин, куда мы зашли. Здесь очень много актуальных украшений. Мне очень нравится что-то типа... Я ищу что-то наподобие такой вот панамки. Но пока ничего такого найти не могу. Еще видела такие прикольные босоножки с ракушками. Очень красиво будет смотреться. Зашли в магазин. Здесь, видимо, магазин шоколада. Здесь просто огромные витрины. И все сделано с шоколадом. Тоже огромная стена. И тут тоже все с шоколадом. Очень красивый магазин. Здесь всякие разные инсталляции сделаны. Также есть витрины. Здесь разные пирожные, тортики. Яблочко выглядит очень красиво. Зашли в магазин Adidas посмотреть коллекцию. Юля меряет кеды. Такое представлено. Мне такое не особо нравится. Adidas. Кеды, кстати, получаются Стэн Смиты, выходят около 4000 рублей. Розовая коллекция. Так, вот Юля уже меряет. Как раз Стэн Смиты, они выходят около 4000 рублей. Нашла такую панамку. Вроде выглядит даже ничего. Думаю, наверное, возьму ее. Стоит она 600 рублей. Выглядит, в принципе, прикольно. Снова пришли в этот магазин с разными непонятными продуктами китайскими и азиатскими. Думаю, здесь купить что-нибудь для Матвея уже. Что-нибудь ему прикольное. Также много разного печенья. Что-то наподобие Орео. Тут я вижу. Также очень много всякой разной лапши. Тут есть и чисто их индонезийская лапша, есть тайская лапша, есть корейская. Очень много всякой разной. Есть токбоки. Я бы хотела их попробовать, но у меня, к сожалению, нету микроволновки, чтобы их разогревать, потому что их нужно делать в микроволновке. Чаи всякие разные. Себе я взяла такую матчу и взяла еще попробовать какая-то сакура латте. Не знаю, что это, но попробуем. Красивый бренд макарон.
Она напоминает немножко Ладуре. Прям точно такой же красивый. Просто красота. Прикольный вид из торгового центра. У них какие-то вот тут вот дома очень необычной формы. Их там очень много таких. Сегодня на обед пришли в итальянское кафе. Здесь очень шумно. Заказали себе пасту с лососем. Решили попробовать в этот раз итальянскую кухню здесь, потому что балийская не очень нам понравилась. Кафе очень прикольное, называется Пицца Марцана в торговом центре Пик-Авеню. Вот здесь, правда, очень шумно, я даже сама себя не слышу, что я говорю. Так что попробуем. Приехали в место, это какой-то китайский квартал. Какая красивая бабочка. Она куда-то улетела. Она очень красивая была. Удалось поймать эту бабочку. Она очень красивого цвета, бирюзового. Очень красивая инсталляция в таком стиле. Также тут такой находится пруд, тут стоят аисты и плавают рыбки. Только их очень мало почему-то. О, там есть такая огромная, сейчас покажу. Где-то она, вот, оранжевая. Огромная рыба. Тоже красивая. И маленькие какие-то есть тоже, плавают. Они почему-то очень ярко выглядят. Это, по всей видимости, какой-то буддийский храм. Выглядит необычно. Такие тут разные скульптуры. Это, скорее всего, из-за того, что у них китайский календарь. Здесь разные скульптуры в связи с этим календарем, я так думаю. Потому что обезьяна, да, петух. Да, 100% это поэтому такие скульптуры тут стоят. Собака. Да, точно, статуя Будды. Нашли очень красивых рыб. Это как раз те японские карпики, скорее всего. Но они как-то выглядят очень странно. Нашли такое место. Непонятно, что это должно быть море, но не очень похоже. Какая-то стройка. Много мусора. Но вон те лодочки выглядят необычно. Мы приехали уже в отель. Сейчас покажу, что мы купили. Были в этом магазине. Как раз 2 дня подряд мы в нем были. Вчера я купила только чай попить, а сегодня решила купить что-то побольше. Самое первое, что я купила, это такая панама.
Мне она как раз нужна была, чтобы мы полетели уже на остров Бали. Стоит она 100 тысяч, это где-то 600 рублей. Вот. Самый оптимальный вариант, я думаю, потому что я планирую ходить в шортах, в чем-то таком днем. И она отлично подходит под мою сумку, как раз светлая. Не знаю, мне она понравилась, потому что я очень давно искала такую светлую, именно панаму. Думаю, она мне прям идет. Дальше уже будут продукты. Так, это что-то... В общем, это чай, это сакура латте, это матча латте. Тут 3 пакетика. Получается, по стоимости это где-то рублей 80. Ну да, где-то рублей 80 получается одна коробочка. Матчу я очень люблю. Сакура латте я взяла только потому, что это какая-то японская серия. Мне кажется, это будет прикольно. Взяла вот такое вот желе. Это, я думаю, больше Матвею подойдет. Такое вот. Какие-то разные фрукты. Производитель я не знаю кто, потому что тут особо не написано. Но я думаю, будет прикольно, потому что тут разные вкусы. Внутри что-то такое светлое. Может быть, даже кремовое. И взяла еще одну такую пачку. Здесь уже более нежные какие-то цвета и более фруктовые версии. То есть там точно есть, мне кажется, манго, личи, клубника тоже есть. Думаю, это более с кремовым каким-то вкусом. Но выглядит, по крайней мере, красиво. Теперь будем отдыхать под кондиционером, потому что очень жарко на улице. Отдыхать, пить чай. И завтра, может быть, снова куда-нибудь поедем. Пришли в Сефору. Здесь много всего разного, того, что нет у нас, наконец-то. Также есть доктор Джарт. Мне очень нравится вот эта их коллекция, которая для проблемной кожи как раз. Это одни из самых лучших SPF кремов, которые были в Америке. Так что бренд Sephora. Я еще думаю насчет румян, потому что мне хотелось купить какие-нибудь румяна жидкие. Я выбирала между Rare Beauty и NARS. Но не знаю. Вот это, получается, мне нанесли NARS, как раз который оргазм. Вот я хожу еще и думаю. Как раз новые румяна вышли у Селены. Также есть новая коллекция для тела. А вот как раз эти знаменитые жидкие румяна, между которыми я как раз и склоняюсь, какие взять. Пришли что-то наподобие аптеки. Тоже много разных фирм, которые неизвестны мне. Очень много Биоре. Вот это, кстати, масло, оно очень хорошее. Еще у меня была у них не масло, какая-то эмульсия. Тоже что-то новое. Раньше такого не видела. Есть тоже корейские фирмы. Вообще, это прикольная аптека здесь. Необычные какие-то товары. Вот большой, тоже роликовый. Нет, обычный. SPF. Роликом мало где продается. Я искала, но корейский, но не успела купить. Мы смотрим разные SPF. Ля Рош. Но Ля Рош тут намного дороже, получается почти 400 тысяч. Это где-то тысячи около 2. Есть даже те фирмы, которые продаются на iHerb. Это вот они. Прикольненькие такие. Но и цена, кстати, дешевле, чем покупать в России. Есть тоже много разных фирм непонятных, которые первый раз вижу.
Нашла очень красивую форму для тенниса. Выглядит как мой идеал. Очень красиво. Красиво так все выглядит. Даже не скажешь, что это Азия. Особенно это место выглядит очень прикольно. Похоже на ракушку. Очень красивое место. Зашли в магазин Лего. Здесь очень много разных необычных наборов. Мне очень нравится вот этот и вот этот вот. Также есть такой вот. Также есть такие наборы с каким-то большим динозавром. Это, видимо, к какой-то игре или к чему-то такому, потому что непонятно, что это. Тоже красивый набор. Огромная какая-то экспозиция. И все сделано из лего деталей. Нашли магазин, где продается все для футбола. Как раз есть разные бутсы, форма. Не знаю, чья это форма, но очень много продается. Есть вот маленькие формы. Это Эмиратов. Но в смысле я увидела только одну форму, и то она была розового цвета, потому что у них сейчас, как я поняла, все стало розовым. Да. Здесь очень много всего для футболистов. Каких только нет. Просто огромный выбор. А вот как раз маленькие. Для детей. Вот эти вот смотрятся. Прикольно. Как раз шипованные. Интересно по стоимости, сколько они стоят. Тут не написано, в принципе. А так есть много всего. Красивые Nike. Видимо, это Джорданы. Да, Nike Джорданы. Тоже много всего красивого. Вот этот цвет красивый, очень красивый цвет. Матвею вот такие точно понравились. Вот эти, кстати, тоже. Тоже красивый цвет. Так выглядит торговый центр. Здесь очень много этажей. По-моему, здесь еще есть -1. Да. Да, есть еще -1 этаж. Мы там, кстати, не были пока что. Не так много еще этажей прошли. Пока ходим, смотрим. Тут есть Uniqlo, Levi's. Сегодня новый день. Мы уже сходили в торговый центр. Я не снимала, потому что там запрещено снимать. Вот, но я уже себе что-то купила. Ходили в торговый центр, который находится около нас. Это торговый центр с национальными нарядами. Но тут была фирма и Поло Ральф Лорен. Правда, мужской отдел, но я нашла там кое-что прикольное.
Это я купила сестре. Просто розовенькая футболка. И моя, как всегда, белая, потому что я обожаю белый цвет. И у меня она вот с таким вот мишкой, потому что розового с мишкой не было. Ну вот, прикольная футболочка. Там была какая-то акция. Так она стоит... сколько она стоит? 500 тысяч, а по акции 200. Ну, мне кажется, прикольная. Взяла самый маленький размер. Это, получается, М-ка. Мишка мне просто очень понравился. Как раз мои любимые духи. Это Polo Ralph Lauren. И теперь есть футболка. Приехали к мечети. Самая большая мечеть в Юго-Восточной Азии. Она, к сожалению, сейчас закрыта. Она, видимо, открывается только когда есть время молитвы. Сейчас пока зайти туда нельзя. Но она, правда, очень огромная. Так как мечеть оказалась закрыта, мы пришли к кафедральному собору Джакарты. Верх, правда, еще на реконструкции, видимо, потому что как будто не доделано. А так, тоже очень огромный, но выглядит очень величественно. Территория очень красивая, чистая. Все убрано. Сейчас зайдем вовнутрь собора.